Вера, это невыносимо, понимаешь? Но невозможно так жить. Я сколько раз предлагал тебе обратиться к специалистам. Андрей, что ты кричишь на меня? Такое ощущение, что это только меня волнует. Вера, в такой степени это только тебя и волнует. Тысячи семей живут без детей. Ну не дал Бог, что же теперь? Но вот это все, это невыносимо. Андрей со злостью пнул стеклянный шар ногой. Он покатился по полу, по пути сбивая свечи и прочую магическую атрибутику. «Что же ты делаешь? Я почти закончила. Гадалка сказала, что в этот раз получится». «Все, мое терпение закончилось. Я блокирую все твои карты. Меня достало платить всяким шарлатанкам». Андрей выскочил из дома, громко треснув дверью. Он слышал, как Вера там рыдала, но и не подумал вернуться. Он женился по любви. Вера была красивой заводной девчонкой. Казалось, весь мир у их ног. У Андрея после женитьбы как-то резко пошли дела в гору. Вера нашла, наконец, занятие по душе. «Живи и радуйся». Они и радовались. 3 года примерно. А потом Вера спросила: «Андрей, тебе не кажется странным то, что до сих пор я не забеременела?» Он тогда не придал значения ее словам, просто обнял и сказал: «Ты чего? Какие наши годы? Все у нас будет». Ну и все. Он действительно считал, что у них все будет, и ребеночек тоже, а может и не один. И думал, что Вера тоже перестала по этому поводу переживать. Но все оказалось не так. Через полгода жена сказала, что записала их на обследование. Он, конечно, удивился, что она с ним не посоветовалась, но пройти обследование согласился. Лучше бы он ей отказал. Доктор сказал, что у него все в порядке, а вот шанс у Веры минимальный. Причем, даже если она забеременеет, то вряд ли сможет выносить ребенка. Вера рыдала всю ночь. Она как будто не слышала его, не хотела слышать, а он все говорил, что любит, что никогда не бросит. С того все и началось. Жена стала посещать каких-то сомнительных бабок, отдавать бешеные деньги за вонючие травки, черные свечи и все в этом роде. В доме просто невозможно стало находиться. К тому же она уволилась с работы, потому что какой-то очередной шаман сказал, что коллеги питаются ее энергией. Андрей сдержал слово. Позвонил в банк, заблокировал ее карты, потом позвонил заместителю и сказал, что ему нужно уехать в другой город на несколько дней. Когда все было улажено, направил машину к выезду из города. Он знал, куда поедет. До нужного места добрался к утру. В последний момент пришлось задержаться. Уже на выезде он купил палатку, котелок, удочки, сапоги и разную мелочь, которая нужна в походе. В походе, правда, он не был со студенческих времен, но отлично все помнил. Он вышел из машины. Перед ним раскинулось предрассветное озеро. Солнце еще даже лучик не показало, но было почти светло. Все озеро затянуло туманом, хотя он больше был похож на дымку. Вот первый лучик порвал туман в одном месте, в другом заработали лучи, как ножницы кромсают туман и загоняя его под кусты и в камыши. Андрей кинулся за удочкой. Все потом, а рыбка сейчас должна клевать. Через час клев пошел на спад, и он заглянул в пакет. Просто некогда было искать ведерко, которое он точно покупал. Да уж, азарт до хорошего не доводит. Что же ему теперь делать с этой кучей рыбы? «Здравствуйте». Он поднял глаза. Перед ним стоял мальчик лет 7. «Привет». Мальчик заглянул в пакет. «Неплохо. Я бы еще больше наловил. Места знаю. Могу и вам показать». Он ждал реакции Андрея. Тот улыбнулся. «Это было бы хорошо. Слушай, парень, а как тебя зовут?» «Ванька я». «Вань, а ты не занят? Помочь можешь?» «А что делать-то надо?» «Ой, ну дел хватает. Палатку разложить, ухи сварить, да и вообще». «Ну, это я помогу». Ваня пытался сдержать радость, но у него это плохо получалось. Андрей и Ваня быстро собрали палатку, развели костер, и все это время Андрей слушал мальчика.
Папка-то у нас был, да только замерз зиму назад. Хотя соседка говорила, что это он не из-за мороза, а из-за того, что выпить любил. А мамка? Мамка она хорошая, только без характера, поэтому часто болеет. Андрей не сразу понял, что болеет и пьет – это одно и то же. Хотя потому, как был одет мальчик, можно было и догадаться о том, как он живет. К обеду уха была готова. «Ну давай, Иван, будем пробы снимать». Мальчик мялся, но не присаживался. «Я не буду». Андрей удивленно посмотрел на него. «Почему?» «Так нечестно. Я тут сытый буду, а Машка дома, голодная». «Машка – это кто?» «Это сестра моя. Ей уже 5, но все говорят, что 3. Она маленькая и говорит плохо, но она хорошая, не дурная. Просто мамке заниматься с ней некогда. Болеет она часто». Андрей задумался. И что делать? Наложить ему с собой? Так там, похоже, такая мамаша, что на закусь все пустит. «Так, может, тебе сбегать за Машей? У меня и сладости где-то были». «А можно? Я тогда быстро. Одна нога там, другая тут». Андрей смотрел, как мальчик сверкает голыми пятками, и думал о том, что Бог дает детей не тем, кому надо. На секунду представил, что он также на рыбалке, только со своим сыном, и в груди как-то больно защемило. Вспомнилась Вера. Как она там? Не наделала бы глупостей, но встряска ей нужна. Минут через 10 появился Иван. Он вел за руку девочку, волосики светлые, кудрявые. Андрею показалось, что если их чисто вымыть, то они станут облаком. Девочка подняла на него огромные голубые глаза. «Привет, красавица!» Ваня сразу сказал. «Она долго молчать будет, боится незнакомых». Тут мальчик повернулся к ней. «Ну чего ты, дядя хороший?» Андрей улыбнулся, разлил уху по чашкам, Ивану и Маше погуще, картошечки накидал, разрезал хлеб большими ломтями. Ребята ели с таким аппетитом, что и он, глядя на них, съел целую тарелку. «А теперь чай пить будем». И Ваня, и Маша следили за тем, как он разливает чай из котелка, а потом открывает пакет с печеньем. Дети ушли только под вечер. Они договорились, что Ваня придет раньше утром и покажет место, где щуки клюют. Несколько дней просто пронеслись. Пришла пора возвращаться в город. Андрей подарил Ивану свою удочку, а Маше отдал все сладости. Они с Иваном пожали друг другу руки. «Ты приезжай еще, ты хороший». И в этот момент к нему подошла Маша. Она обхватила Андрея 2 ручонками и заплакала. Он подхватил девочку на руки. В этот момент он уже точно знал, что приедет. «Ну что ты, не плачь, я приеду, честно». Маша вытерла глаза грязными кулачками и улыбнулась. Андрей подозвал Ивана. «Вот, держи, мамке не показывай. Будешь покупать себе и Маше еду, понял?» «Нам не надо». «Вань, давай без выпендрежа». Иван как будто сдулся, взял деньги, сунул в карман. «Хорошо, я понял. А это мой телефон. Вань, ну мало ли что случится, ты звони мне. Я постараюсь приехать недели через 2». Андрей уезжал и видел, как они машут ему вслед. К горлу подступил ком. Вера была тихой. Она не разговаривала с ним, но из дома пропала вся магическая атрибутика. Он не лез к ней. Захочет поговорить, он, конечно, не оттолкнет ее. Неделя прошла в молчании. Андрей все думал о малышах из той деревеньки. Как они там? Может, мамка деньги отобрала? Может быть, голодные? Он принял решение ехать не через 2 недели, а сразу же, на этих выходных. Вера, когда увидела, что он собирается, спросила. «Ты снова уезжаешь?» «Да». «И кто она?» «Вер, ну не начинай ты. Ты же говорил, что тебе все равно. Говорил, что мы будем вместе, что любишь меня». Андрей посмотрел ей в глаза. «Ничего не изменилось. Все в силе. Просто верь мне». «Верь?
Ты уезжаешь неизвестно куда. Телефон выключен по 2 дня, а я должна тебе верить?» В голосе Веры появились истерические нотки. Андрей подумал, только не это, только не слезы. Но в этот момент у него зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Он поднял ладонь, прося Веру помолчать. «Да, слушаю». «Здравствуйте. Вы Андрей?» «Да, все верно. А вы?» «Я соседка. В общем, соседка Вани и Маши. Мне Ваня бумажку эту дал. Просил вам позвонить. Мамка их, Катька, совсем с ума сошла. 2 неделю не просыхает. Ребят на улицу не пускает. Так хоть мы их подкармливали. Пока она спала, Ванька прибежал, попросил позвонить и снова домой. Увидит, если что ослушался, лютовать сильно будет. В общем, бабы наши в опеку собрались звонить, а я вам». «Спасибо, я выезжаю прямо сейчас». Вера смотрела на него, сузив глаза. «Ну что?» Она звонила. Решение пришло сразу. «Быстро бери, что надо, и поехали со мной». «Куда?» Вера ошалела смотрела на него. «Все по дороге расскажу. Быстрее». Они почти бегом бросились к машине. Всю дорогу Андрей гнал так, что пальцы Веры, которыми она уцепилась за панель, даже побелели. А еще он рассказывал и про знакомство, и про то, как провели вместе почти 3 дня, и про семью Ивана. В деревню влетели под вечер. Андрей подумал, что он знать не знает, где живет Иван. Увидел какого-то мужика за забором, остановился и крикнул: «Простите, мальчик Ваня где живет?» Тот махнул рукой. «Туда, предпоследний дом». У дома стояли несколько женщин. Он остановился, вышел сам и помог выйти Вере, которая, кстати, за всю дорогу ни слова не проронила. Одна женщина обернулась и пошла к ним. «Вы Андрей? Это я вам звонила». «Да. Что там?» «Так не знаем. Слышим, Маша плачет. А пробовали постучать, так Катька матом кроет». Одна из женщин вздрогнула. «Так как ей не крыть? Ребятишек заберут, и пособия на них не будет, и пенсии тоже. На что она тогда пить будет?» Из дома послышался какой-то грохот и громкий плач девочки. Андрей кинулся к двери, дернул, закрыто. Надавил плечом, дверь и ввалилась внутрь. Он вошел в дом. Следом за ним все, кто был на улице. У Кати, по всей видимости, началась белая горячка, потому что она методично громила мебель. Маша испуганно жалась к брату, который обнимал ее и пытался успокоить. «Вера, скорую вызывай». Пока жена звонила, Андрей взял покрывало и накинул на Катерину, а потом очень ловко завернул его и завязал. Уложив орущую женщину в комнате, он вернулся к детям. Маша бросилась к нему и обняла за ногу. Вера отвернулась, чтобы вытереть слезы. Андрей подхватил девочку на руки и двинулся к Ивану. Как-то странно, он как будто не рад, но когда дотронулся до мальчика, все понял. «Вера, у него температура. Тащи аптечку». Вера выбежала из дома, а Андрей потряс Ваню. «Вань!» Тот с трудом сфокусировал взгляд на нем, даже улыбнулся. «Ты что же это? Болеешь? Простыл?» Мальчик качнул головой и показал ногу. У Андрея чуть глаза не вылезли, а Маша пояснила. «Ванька на гвоздь встал, на ржавый». Прибежала Вера, промыла ранку, дала Ване таблетку. «Андрей, в больницу нужно, срочно». Женщина, которая звонила Андрею, сказала: «Выезжайте, везите, мы тут скорую дождемся, и это не меньше 2 часов». Андрей оглянулся. Нужны же какие-то документы. Маша как будто поняла его. Подошла к кухонному столу, открыла ящик, вытащила пакет. Там нашлось все, что нужно. Вера села сзади. Маша к ней на колени, а Ваню положили. Андрей слышал краем уха, как девочки всю дорогу о чем-то беседовали. Потом ему почудилось, что Вера сказку рассказывает. Хотя откуда Вера может знать такие сказки? В детской больнице, после того, как Ивана забрали, и доктор узнал всю историю, он сказал: «Ну, все понятно, тогда и девочку оформляем». Он достал лист бумаги, но к нему метнулась Вера. Маша сидела у нее на руках и крепко обнимала за шею. «Доктор,
Не нужно. Девочка у нас побудет. Напишите, что тетя и дядя забрали. Вот паспорт, адрес, пожалуйста. Он с сомнением посмотрел на Веру. Я понимаю ваше рвение помочь ребенку, но вы тоже должны понимать, что она привыкнет к вам, и потом ей будет только хуже. Вера умоляюще смотрела на него. Дома, после того, как Вера час купала Машу, потом кормила, потом рассказывала сказку, все-таки Андрей ошибся, и сказки Вера знала. Она пришла к нему на кухню. Андрей села перед ним, замолчала. «Что, любимая?» «Андрей, я никому ее не отдам. Я чувствую, она моя». И Вера заплакала. Прошло 2 года. Иван гордо вышагивал, держа младшую сестру за руку. Сам в новом модном костюме, Маша вся в бантах и цветах. Сегодня его сестренка шла в 1 класс. 2 года упорных занятий с логопедами и репетиторами дали свои плоды. Маша хорошо говорила, быстро читала и писала, а еще очень любила свою новую маму. После торжественной линейки, где Вера, конечно, снова поплакала, дети подбежали к ним, и Ваня, сверкая глазами, сказал: «Мам, пап, мы вас очень любим». Впервые за 2 года он так их назвал. Вера посмотрела на Андрея и прошептала: «Спасибо тебе». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на Рутуб. Всего вам доброго. До свидания.